Друзья, всем привет! Меня зовут Василиса, и сегодня мы поговорим о программе Minecraft. Для начала я хочу отметить, что я не новичок в проектировании в Сапре, и я работала во многих программах. Это и наша отечественная Аска 2D, на которой чертит вся Россия, СНГ и даже больше. Это Naxos от TESEO, это Delcam, который я попробовала еще в 2010 году и который мне больше всего напоминает Minecraft. Именно по своему и 3D, навигации, проектированию, подходу вообще к обувному производству. Итак, поехали! Программа Minecraft — это модульная программа, которая состоит из модуля колодка, где мы колодку сканируем, ее устанавливаем в осях, делаем развертку с помощью нанесения сетки. Вот, и эта развертка нам в дальнейшем пригодится для проектирования в 2D. Колодки в MineBlast, первый модуль, мы можем импортировать из форматов STL и IGES. Также есть своя колодочная база. Мы можем колодку запросить с колодочной фабрики, отсканированную. Мы можем свою какую-то колодку взять, отсканировать с помощью сканера щупа. Ну, это на специальном оборудовании, либо в боксах, где делается 3D-скан колодки. И все это импортируется в программу для последующего проектирования дизайна обуви. И когда мы колодку уже импортировали, у нас этот 3D-объект, колодка, это уже каркас. Каркас — это получается, что легче файл. Когда у нас отсканированное тело идет, это очень весомый тяжелый файл. Для чего нужна эта программа? Она эту колодку переводит в свой внутренний формат L3D, который у нас как каркас легкий, по которому мы можем потом рисовать в следующем модуле. Этот модуль называется Minecraft 3D Design and Engineering. Сразу хочу развеять мифы, что 3D-проектирование обуви — это прорисовка по поверхности колодки. То есть, по факту, мы на колодку, на каркас, уже вот этот вот отсканированный во внутреннем формате, мы наносим линии, потом накладываем детали, текстуры, делаем, можно сделать пухлый, мягкий кант, язык, клапан, накладываем также строчки, шнурки, отверстия, перфорацию. И особенность этого модуля, что мы можем фурнитуру импортировать из других программ, такие как Ring 3D или еще там другие какие-то программы. Мы можем сами нарисовать с помощью 2D чертежа, и просто поднимаем поверхности, вытягиваем, и у нас получается своя там пряжка, какая-то блочка интересная. Вот. И как работает весь Китай? Ты звонишь: мистер Ляо, скиньте мне вашу новую фурнитуру. Он присылает это все в 3D, с помощью программы мы импортируем все это в наш дизайн, вставляем, получаем уже модель с этой новой фурнитурой, которая еще только начинает производиться на производстве в Китае. Когда мы получили дизайн и утвердили, нам поставляется эта фурнитура, и мы уже можем приступать к изготовлению обуви. И вот когда у нас уже готов 3D-дизайн, наши модели, которые всем нравятся, когда мы уже сделали варианты, цветовую карту, варианты всякие дизайна там с кожей, с текстилем, с велюром, с ноутбуком, мы эту модель опять сохраняем и открываем уже в программе 2D-проектирования. Это Minecraft 2D-моделинг. 2D-моделинг может работать без 3D-дизайна. Это как отдельный модуль, отдельная программа, целостная, куда мы можем чертеж отсканировать, отдигитализить, вставить из Adobe Illustrator, просто какую-то вставить картинку, нанести линии. Она, кстати, даже трассирует линии, когда можно распознать свой чертеж. И приступаем к проектированию модели. Самый большой плюс
Вот все любители Аска, вот поверьте мне, вот эти все припуски на подкладку, межподкладку, все вот эти ненужные линии нам просто не нужны в чертеже. В чертеже у нас только находятся базовые линии конструкции, и там мы детали извлекаем, и уже непосредственно на полке деталей мы добавляем все припуски, все гофры, все трафареты, все скругления. Эта программа заточена, чтобы лекал выводить на резку, на режущий плоттер, на раскроенный стол, делать большие раскладки, чтобы у нас это все вырезалось с максимальной скоростью. Мы же знаем, когда у нас режет плоттер, он дошел до угла, нож поднимается, поворачивается, вставляется, режет дальше. Здесь углы, они вообще автоматически, программа тебе предлагает их скруглить. Скруглить, чтобы у нас скорость резки была большая. Это все рассчитано на массовое производство, на производительность, на скорость. Скорость резки, соответственно, скорость общего потока. Если обычный раскроенный стол ТСЭО кроит порядка 250 пар в смену, 8 часов, то если мы еще берем зунд, раскроенный стол, то мы можем 500 пар кроить, где в среднем количество деталей на пару составляет порядка 32-36 деталей. Это очень весомо. Что касается всяких привязок, усреднений, высоты, если вы хотите сделать одну задинку на несколько размеров, ремешок на пряжку там одной ширины, все эти привязки в программе работают. Они работают так же, как, например, обделками можно сделать это по группам, в Аска это можно сделать вообще на серию, или тоже там несколько размеров, да, привязать в группы. Но это все как-то очень сложно. В этой программе мы просто настраиваем размеры, привязываем эти линии к размерам, точки, и все у нас это вообще может классно работать. Особенно вот на литьевой обуви, да, нам, например, высота задинки должна быть одна во всем размерном ряде. Это очень круто, это все можно сделать. Если вы кроите на резаках у себя на производстве, да, у нас же все обувщики, они сосредоточены на экономии. А можно нам один клапан на 3 размера там, или на 5 размеров, а можно нам одну задинку или один карман на несколько размеров. Это все можно сделать, и это очень действительно круто работает. И градацию мы выстраиваем, как обычно, да, от средней точки союзки, по длине выравниваем. Эту задинку мы там выдергиваем из какого-то размера, и она у нас идет, да, на несколько размеров. Вот, это все работает, и это очень классно. А еще программа также выдает минимальный модельный паспорт. В принципе, я считаю, что это достаточно. Дальше идет уже технологический модуль. Помимо модуля резки, где мы можем выводить на раскроенный стол, на проектор, все эти, работа с деталями, как, да, слово резко, на вывод деталей, на резку. Это все можно, это отдельный модуль. Тут есть именно вот эта технологическая часть, Mind Cost. Cost — это расчет себестоимости, да, и обработка, вот эта спецификация модели, где мы для фортуны там, да, все это делаем, обработку деталей, межподкладку, там, с каким расстоянием накладываем, какие материалы у нас, какие цвета идут определенным деталям, это все технолог раскладывает, все это показывает стрелочками. В этой программе очень классно сделаны уже как бы готовые кнопки, да, готовые материалы, то есть делается не только модельный паспорт, но и маршрутизация сборки, обработки деталей. Там есть готовые шаблоны, можно сделать шаблоны под свое производство. И технологи реально, они полюбят эту программу, потому что это все можно сделать красиво, в едином стиле, доступно для рабочих, чтобы они вот видели уже, да, что у них эта модель, такие-то детали, такая-то обработка идет. Это все очень здорово, и это действительно нужно. У нас производственники очень часто пренебрегают модельными паспортами, расчеты вот этих площадей, да, расчет себестоимости. И потом они сделали модель, она у них получилась на 30% дороже. Так, друзья, давайте сначала посчитаем, как мы можем упростить еще на этапе разработки. На этапе дизайна. Если сейчас же все работают уже на швейных автоматах, да,
Мы можем это все на этапе проектирования разработать, как можно больше упростить модель, чтобы она в плоском виде собиралась, как можно больше операций сделать на швейном автомате. Да? Также вот в плане усреднения деталей на несколько размеров, это же очень важно, что мы палеты для швейных автоматов делаем меньше, нам их надо делать, соответственно, у нас поток ускоряется. Мы поменяли одну кассету, шьем на ней 3 размера, да, а не 1 размер. Это же очень здорово. И технологическая часть, расчет себестоимости, это вообще очень нужная вещь. Это надо просто, это каждый производитель обязан сначала просчитывать модель, сначала рассчитывать материалы, операции, себестоимость, время и трудозатраты, в течение которого количества он может сделать там 1 размер, серию, там, несколько размеров на потоке. Это все идет к оптимизации производства. Да? Если мы будем сидеть и все это решать на коленке, это у нас идет очень много времени, это реально очень много времени. А тут реально можно там 2-недельную работу до 2 дней сократить, и все это будет работать. И потом только будут небольшие корректировки под... Они касаются вообще даже не программы, они касаются только вашего производства. Все производства разные, у всех разное оборудование, у всех разные квалификации рабочие. И тут уже технолог будет небольшие корректировки делать, да, там и в себестоимости, и во времени, и в трудозатратах. Соответственно, это же все отражается на зарплате рабочих, да, чтобы рассчитать зарплату. Это все можно сделать оптимизированно, как-то очень быстро, и это очень здорово будет работать. Ну и еще один модуль, который сейчас Mind Technology выводит на рынок. Они вот буквально вот сейчас вот они представили этот продукт. Это Minecraft Shoe Design. Это такой совместный 3D и 2D программа, где мы рисуем, и у нас в одном окошке реально 2D, а в другом 3D. Здесь у нас исключены вот эти вот фурнитуры, строчки, всякие наполненности. Здесь мы работаем с линиями и с текстурами. Вот объясню, да, на примере. Вот, например, худсовет, да. Сейчас, конечно, мало на производствах есть эти художественные советы, какие-то совещания. Ну вот, допустим, да, собрался модельер-дизайнер и руководитель производства, и руководитель поручает дизайнеру сделать какую-то модель. Как это обычно происходит? Дизайнер идет к себе, там что-то там делает, через несколько дней представляет варианты. А эта программа, она дает реально, вот в реальном времени, прорисовать по 3D-колодке. У тебя тут же на экране отображается 2D-чертеж. Если это, допустим, спортивная обувь, мы ее можем разложить по передней части, да, по линии перегиба союзки. Если это у нас какая-то повседневная или рабочая обувь, мы можем уже сразу же эту развертку представить, да, вот пяточного узла. Сразу же подумать, как она у нас будет собираться на производстве, сшиться, как у нас будут линии, конфигурации, да, то есть даже вот укладываемость параллелограмм, это все можно делать сразу в этом шоу-дизайне. И самое главное, что мы здесь уже видим конечный результат. Это результат вот дизайна обуви, куда мы можем на подошву, да, прицепить, как она у нас будет смотреться. Ну, вот это общее восприятие визуальное, ведь когда покупатель идет в магазин, для него же важно вот это вот визуальное восприятие, вот нравится модель, да, и руководитель производства, какой-то маркетолог, они же очень хорошо занимаются вот именно этим восприятием, чтобы вот покупатель хотел купить эту модель. И это все можно сделать в реальном времени с дизайнером, который будет в программе тут же рисовать, тут же обсуждать эту модель. И сразу же мы уже приближаемся к готовому результату. Мы уже на шаг ближе к нему. Это же вообще очень круто. Это сокращает нам вот эти длинные совещания по 5 часов, когда уже все начинают нервно хотеть курить и пойти попить кофе. Вот. А это все можно решить в реальном времени, там за какие-то считанные минуты. Это очень круто. Ну и, конечно, я бы хотела сказать о проблемах наших производственников, что у нас люди, вот владельцы крупных компаний, даже которые
могут позволить инвестировать в свое производство большие средства, они почему-то пренебрегают именно программным обеспечением. Мне вот это сложно понять, потому что от модельера, от технолога, от маркетинга, это вообще, от дизайна обуви зависит у нас все. Как мы это сделаем, как мы это представим, это же и для рекламной продукции очень важно, для каталогов, для того, чтобы общаться с потенциальными клиентами, или мы, например, какую-то модель готовим, но мы еще не успеваем сделать образец, мы же можем это все представлять в 3D. И плюс программы еще в том, что здесь есть вьювер. Вьювер, просмотрщик, может установить вообще любой пользователь. Он скачивается с Mind Technology, с их сайта, и он работает без ключа, абсолютно бесплатно. Там мы можем смотреть 3D вот эти объекты. Нам прислали дизайн, файлы достаточно, они не занимают много места, да, чтобы их пересылать по электронной почте. И это все в вьювере можно посмотреть. Это такой большой плюс программы, который нам упрощает представлять в объеме. И вот я хотела еще сказать к тому, что не стоит пренебрегать софтом, хорошим софтом, хорошим программным обеспечением. Эта программа реально, она делает все производство согласованно. У нас все начинает работать совершенно по-другому. Плюсы этой программы в том, что она может экспортировать и колодки, и мы можем свою колодку сочинить, доработать в Mindlast, отправить в колодочное, ее сделать. Пока она делается, мы уже рисуем на нее дизайн. Программы 2D в том, что у нас экспорт идет вообще во все форматы, на все раскроенные столы. В программе они уже забиты, их просто надо все это синхронизировать, установить. Чтобы изготавливать палеты для швейных автоматов, все мы это экспортируем в DXF, или в детали, или в PLT. Это все программы для плоттерной резки, они для лазерной резки это все воспринимают, и это все очень вообще круто, очень работает. Это реально сокращает нам вот эти конвертации, которые очень сложно делать в том же ASCII, в каких-то еще других программах. Здесь у нас все сделано для людей, для производства. А насчет обучения и обучаемости этой программы я могу сказать, что вот у меня, у меня более 10 лет опыта проектирования в программах, и 3D, и 2D. И мне было несложно разобраться в 3D, вообще все интуитивно понятно. В 2D, там есть мануал, он изначально на английском, сейчас он переводится, есть видеоуроки, есть техподдержка на русском, есть португальцы, которые 24/7 всегда на связи. И основные все функции, в принципе, реально изучить за 2 дня, если полностью погрузиться в программу. А остальное уже по нарастающей, плюс в том, что программа уже русифицирована, уже все им тоже понятно, у кого есть бригада с языком, по-русски все это очень понятно выглядит. По поводу лицензии, пробного варианта, я могу сказать, что на месяц дается тестовая лицензия, а Mindcat Shoe Design, он вообще доступен по подписке. Мы же все сидим на подписке, у нас же все фильмы, все подкасты, у нас все идет по подписке. И португальцы, они идут в ногу со временем, сделали программу по подписке. Уезжаете вы в отпуск, вы не платите. Приехали с отпуска, запускаете производство, продлили подписку, работаем дальше. Пандемия тоже очень сказалась на этом, и что был простой производство, особенно наши вообще отечественные производители это очень на себе почувствовали. Вот вы на 2 месяца закрылись, были закрыты. Вам не нужно платить за это, вы платите ровно столько, сколько вы работаете. Так что это будущее, и оно уже здесь.